Короче, меня зовут Артур, это мой брат Олег. Вместе мы слетали в Японию, а вы смотрите Travel Log. В Японию мы прилетели уже поздно, было где-то 10:30 вечера, и после миграционного контроля мы первым делом встали в очередь с другими туристами в специальные автоматы, где продавались Welcome Suica карты. Это такая удобная карточка, которую в Японии оплачивают проезд в общественном транспорте, и также можно ей расплатиться и в комбине, и в торговых автоматах. И получив эту карту, мы направились на монорельс из аэропорта, а дальше с парой пересадок добрались до района Асакуса, где находился наш отель. Практически сразу выйдя со станции, мы увидели Токио Скайтриль, который является самой высокой башней в Токио. Первые впечатления от прогулки по ночному Токио были очень приятные. Погода была очень теплая, людей было немного, очень тихо, спокойно, красивые огни города. Комната в отеле, конечно, небольшая, но, в принципе, нам большая не нужна. Главное, чтобы было чисто. Что приятно порадовало, в отеле есть почти все необходимое. Одноразовые зубные щетки, паста, расчески, мочалки, бритвы. В общем, можно почти ничего с собой не брать. Единственное, что нужен свой дезодорант. Ну и вообще так, вообще во всех отелях, в которых мы были, все это предоставлялось. Утром следующего дня мы узнали, что, оказывается, из нашего отеля тоже видно Токио Скайтриль, но также было видно еще и храм Сенсодзи, который был нашим следующим пунктом назначения. На этом сюрпризы не закончились. Оказалось, что на крыше нашего отеля есть терраса с потрясающим видом на район и храм Сенсодзи. И абсолютно бесплатно. Храм Сенсодзи – это самая известная достопримечательность района Асакуса и самый старый буддийский храм в Токио. Он неоднократно разрушался, в том числе во время Второй мировой войны, но его каждый раз отстраивали заново. Сегодня сюда приезжают миллионы туристов и паломников. Особенно впечатляют огромные ворота Каминаримон с гигантским красным фонарем, который стал символом Асакуса. Ты смотри, как прикольно. Hello. Мы решили попробовать немножко стритфуда и взяли снежного краба. На вкус похоже на крабовую палочку. На самом деле ничего особенного. Я бы сказал, что, наверное, 700 йен оно не стоило. Но как бы попробовать, почему бы и нет. Тут мы столкнулись с новой проблемой. Практически полное отсутствие мусорников в публичных местах. То есть у некоторых автоматов есть мусорники, но они в основном для пластиковых бутылок. А всякие подобные бумажки от стритфуда или чего-то такого выкинуть особо некуда, и приходится носить их с собой. Погуляв еще немножко по улочкам Асакусы, мы отправились в парк Уэно, который находился в 30 минутах ходьбы от храма Сенсодзи. Когда мы пришли в парк, было уже около 10 часов утра, и, честно говоря, солнце начинало припекать. Температура была около 28 градусов. Немного погуляв по парку, мы обнаружили общественный туалет, и надо заметить, что, во-первых, их очень много в Японии, и они все бесплатные, что не может не радовать. Мы также увидели зоопарк. Внутрь мы не заходили, но снаружи стояла довольно большая очередь, так что, наверное, там интересно.
Далее мы отправились в Шинобазу Понт. Это такой пруд в парке Уэно. Мы ожидали увидеть красивую водичку или что-то вроде того, но в итоге, оказывается, летом он весь зарастает лотосом, поэтому водички мы особо не увидели. Но в этом, конечно, тоже есть свой прикол. Ну а совсем рядом находится другая часть пруда, которая выделена под лодочки, где можно арендовать, поплавать, любоваться видами. Там мы сели на скамеечки, чтобы сделать небольшой привал и скушать онигири и выпить холодное кофе, который мы взяли до того в комбине. В Японии буквально на каждом шагу можно встретить торговые автоматы. Они стоят не только возле магазинов или станций, но и в самых неожиданных местах, на тихих улочках, даже в горах. В основном там продаются напитки от холодной воды, лимонадов, кофе в банках и зеленого чая. До нашей поездки я много слышал о всяких странных автоматах, например, там с поношенными трусами или съедобными тарантулами. Я знаю, что они как бы существуют, но на самом деле мы ни одного такого не встретили. Самый странный автомат, который мы встретили, продавал мясо, что тоже было забавно, особенно учитывая, что у него была опция лотереи, в которой ты не знаешь точно, что ты получишь. То есть, как это называется в Японии, гача. Хотя, наверное, это и не настолько удивительно. Гач в Японии практически везде. Далее нам пришлось сделать небольшую остановку в магазине одежды, так как, поедая снежного краба, Олег заляпал себе шорты, и ему пришлось купить новые. Но, разобравшись с этим, мы успешно отправились в Акихабару. Йодабаши Акиба – это одно из самых известных мест для любителей техники в Токио. 9 этажей и на каждом свой мир. Электроника, гаджеты, игры, манго. Наверху куча ресторанов. Туристы сюда приходят не только за покупками, но и просто посмотреть, потому что ассортимент на самом деле поражает. Если честно, у меня не было никаких ожиданий по поводу этого места. Ну, магазин и магазин. Но внутри, когда там оказываешься, там такая атмосфера, яркие вывески, громкая реклама, бесконечные ряды техники, всякие интересные штуки. Там даже есть крейн-геймсы, гачапоны, конечно же, тоже есть. В общем, потеряться там на пару часов на самом деле очень просто. Поэтому чисто ради экспириенса зайти поглядеть, поглазеть просто по сторонам, того стоит, я считаю. Может быть, можно себе даже что-то купить, потому что цены, в принципе, неплохие на электронику. Можно даже оформить себе tax-free, если вы иностранец. В общем, советую заглянуть. А на 9 этаже там можно вообще и в гольф поиграть, или попритворяться, что ты умеешь играть в бейсбол, поотбивать мячи или покидать. В общем, веселуха. После этого мы отправились исследовать Акихабару дальше. И что я могу сказать, что мне бросилось в глаза, это куча магазинов, продающих коллекционные карточные игры, всяческие разные, их там было просто на каждом шагу, один там вообще был 9-этажный, и очень много такого добра, много магазинов, продающих всякие разные фигурки, миллион разных крейн-геймов, вот мейд-кафе тоже, вот вся вот эта вот тема, там этого всего очень много. После прогулки мы решили, что мы проголодались и нам надо покушать. И мы нашли небольшую раменную, на самом деле очень маленькое место, и там вообще практически не было никаких иностранцев, не было туристов, такое видно, что там едят больше местные. Очень удобно было, что заказываешь ты через автомат, то есть тебе не нужно, в принципе, знать японский, ты можешь просто подойти к автомату, потыкать там по картиночкам и заказать себе свой рамен. Рамен был очень вкусный и стоил, в принципе, очень дешево, мне кажется, 700 йен, что в переводе на евро, ну, где-то, 5 евро, наверное. Я еще взял бутылочку пива, и в целом очень хорошо мы посидели, покушали, очень приятно.
быстро нас обслужили. Классно было. Да и вообще сервис, конечно, в Японии топовый, все там очень хорошо, все очень вежливые, при этом вообще никогда не надо оставлять никакие чаевые, что тоже очень приятно. После еды мы решили немножко прогуляться по аркадному центру, и там Олег нашел себе одну из своих любимых аркадных машин. Это вот такие вот барабаны, по которым он стучал, достаточно долго там просидели, пока он играл. Но вообще штука очень веселая, я тоже попробовал. У меня, конечно, не так хорошо получается, я не великий барабанщик, но да. Я не стал сильно снимать, но там люди на соседних автоматах творили какие-то совсем ужасные вещи. Не представляю, сколько времени они там проводят, но выглядело очень впечатляюще. Далее мы отправились в Шибую. Увидели статую Хатико, и после этого я решил, что я хочу подняться на смотровую площадку и снять Шибуя Скрэмбл Кроссинг сверху. Олег со мной подниматься не стал, потому что это стоило денег, вместо этого он пошел в парикмахерскую. Вход на площадку стоил около 12 евро, и это включало в себя один алкогольный напиток. Стоит это того или нет, сказать не могу, но вид, конечно, открывался достаточно хороший. На Шибуя Скрэмбл Кроссинг идеально, я посмотрел несколько раз, как люди переходили. Но если вы хотите сэкономить деньги, то также там рядом есть Starbucks, в котором куча людей, правда, конечно, нужно немножко растолкаться, но вы можете посмотреть в таком случае бесплатно. После этого я забрал Олега из парикмахерской, и мы пошли немножко погулять по магазинам, посмотрели, что там есть, всякие разные фигурки, там был магазин One Piece, с всяким разным мерчом, в общем, классика. Кстати, в одном из этих магазинов было окно, из которого открывался абсолютно замечательный вид на перекресток, и не было никаких людей, никакой толкучки, платить не надо, так что вот вам лайфхак, пользуйтесь, поднимайтесь, смотрите. Ну а после этого мы, в принципе, бесцельно гуляли по Шибуе, оглядывались, смотрели вокруг, заглядывали в разные магазины, торговые центры в поисках интересного мерча. Забрели еще в покемон-центр, офигели с того, какая там очередь, я просто не знаю, что-то, наверное, часовая или что-то такое. Хорошо, что мы не фанаты покемона. Чуть позже также наткнулись на какую-то гигантскую очередь на улице, подошли посмотреть, это Поп-Март. Люди там просто с ума по ним сходят, но потом еще увидели в другие дни такие же очереди в других магазинах. Вскоре мы дошли до магазина под названием B-Side Label, в котором продается абсолютно гигантское количество наклеек на разные тематики, также всякие разные вещи, типа майк, магнитов и тому подобное. Оба мы купили себе по несколько наклеек, а также по майке, которые вы сможете увидеть в следующем видео. Вскоре мы вернулись в Асакусу и решили, что неплохо бы нам поужинать. И выбор наш пал на конвейер суши. Чего мы не знали, так это то, что конвейерные суши – это достаточно популярная тема, и по вечерам туда практически невозможно попасть без очереди, и в любом случае приходится ждать от получаса до часа и больше. Ну, в этот раз нам повезло, в принципе, и мы ждали только 40 минут. Конвейерные суши – это вообще отдельная интересная тема. На столе у тебя планшет, с которого заказываешь позиции, а потом тарелочки суши едут к тебе по конвейеру прямо к столику. А в той сети, в котором были еще, был элемент гачи. За каждые 5 тарелочек, которые ты заказываешь, можно выиграть маленький приз. И мы в итоге выиграли 2 значка с какими-то персонажами, которых даже не знали. Но это не важно. Главное, что идея забавная и добавляет
такой элемент веселья, приему пищи. После ужина мы направились к отелю и по пути решили зайти в Сенсоджи Темпл, чтобы посмотреть, как он выглядит ночью, когда он освещен. К сожалению, мы опоздали всего лишь на пару минут, мы подошли где-то к 11, как раз тогда освещение выключили. Но даже так храм выглядел очень красиво. После этого, дойдя до отеля, мы решили подняться в последний раз на террасу и окинуть взглядом ночной город. На этом закончился наш первый день, но впереди еще много всего интересного, так что ждите новых видео.